Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачев, и сегодня мы снова затронем тему размера и мощности инструмента, но в этот раз на примере вот этого нового гайковерта от Milwaukee системы M12. Найти модель на полдюйма было не так-то и просто, модель же на 3/8 распространена значительно шире. Но я ее все-таки нашел и дождался, и время для съемки также появилось. Скажу сразу о цене, тушка мне обошлась в $200. Итак, размер. Я помню времена больших сетевых гайковертов, килограмма по 4 примерно, макитовских, сделанных в Японии, которые выдавали 350 ньютон-метров. Этот же малыш, якобы по уверениям производителя, выдает, внимание, какие-то невероятные 540 ньютон-метров на закручивание и 745 на откручивание. Я не знаю, для меня это какие-то нереальные цифры для такого размера. Еще раз, 540 ньютон на закручивание. М12, то есть 12-вольтовый инструмент. Звучит как что-то невероятное. Если честно, 921 деволтовский 20-вольтовый компактный гайковерт долгое время считался прорывным из-за своего размера и мощности. Так вот, у 921 у нас получается 400 ньютон. Это 20-вольтовый инструмент, что уже очень даже впечатляюще и, я бы сказал, где-то завышено. Но 540 и 700 там с чем-то на откручивание у 12-вольтового, предположим, производители не врут. И чтобы как-то проверить эти высочайшие цифры в деле, я сравню эти гайковерты напрямую. Покручу глухари в дерево, посмотрю их максимальную эффективность, и также попробую открутить колесные болты у Теслы и пикапа. В случае Milwaukee буду использовать High Output аккумулятор. Пятерочку вот такую. Вот так выглядит гайковерт в сборе. Кстати, я не могу сказать, что он меньше деволтовского, обратите внимание. Морда у него пошире. По размеру он точно не меньше. То есть основной вопрос будет, хватает ли 12 вольт для обеспечения подобных ньютон-метров. Давайте рассмотрим сам гайковерт поближе. Не забудь подписаться. Итак, широкая морда с 3 точками света. Точки прикрыты стеклами. Мордочка резиновая. Рукоять стандартная, с утолщением там, где аккумуляторы. Клипса в комплекте и двухсторонняя. Интересный момент, который нам также указывает на слабость подобного форм-фактора аккумуляторов. Обратите внимание, если нам нужно сделать переключение режимов у деволта, мы всегда их можем вынести вот сюда вниз, так как аккумулятор у нас типа слайдер. Здесь же так называемый штырьковый аккумулятор. И этой платформы у нас просто нет. А здесь места не хватает, скажем. Поэтому Milwaukee исхитрилась и придумала следующую схему. Она подробно описана на вот этой наклейке, которая 100% быстро затрется. И, кстати, хочу сказать, что эта схема, по-моему, достаточно удобная. Смотрите, ставлю в нейтраль. Вот это вот переключатель реверса в нейтраль посерединочке. И двойным нажатием меняю скорости. Вполне удобно, потому что я могу это сделать одной рукой. Весьма неплохо. Несколько слов о 4 режимах гайковерта. Первый режим 930 оборотов, второй 200 и третий 3000. Отдельный интересный режим, вот этот. И его действие я покажу на колесных болтах. Итак, для начала мы попробуем 921 вот с такой ударной головкой Milwaukee. Неплохие головки. Использовать буду на максимальной мощности 3500 ударов в минуту. У Милки будет 3300. Оба глухаря пошли не совсем ровно, только в разных плоскостях. В целом при работе я бы сказал, что заметно, что Milwaukee как-то пободрее. У DeWalt используется Power Stack, у Milwaukee тоже непростой аккумулятор High Output 5. Признаюсь, мне было немного обидно, но помним, что DeWalt 100 лет в обед. Оба гайковерта при работе немножко нагрелись. Милка вроде бы как нагрелась побольше. По крайней мере, больше горячего воздуха. Даже на одном подобном глухаре я чувствовал выходящим из двигателя. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, Milwaukee не преувеличила. Скорее всего, она действительно по ньютонам в итоге будет мощнее деволта. 20-вольтового деволта. Помним, она не меньше. По размеру она, как видите, такая же, если не чуть больше. Так вот, у DeWalt 3550 ударов в минуту, у Milky 3300. Тем не менее, Milka быстрее. Хотя у Milky 3000 оборотов, у DeWalt максимум
2500. Тем не менее, мы можем с уверенностью сказать, что за одинаковый промежуток времени Milwaukee выполнит больше работы. Ну или что в моем первом тесте она выдала больше мощности. И это снова возвращает нас к мысли, к тому, что система Milwaukee M12 очень даже хороша. И в ней возможно существование даже такого инструмента, то есть относительно мощного гайковерта. Ну что ж, пойдемте попробуем покрутить колесные гайки. Для начала проверим на автомобиле от Мерского Маска. Вот такая головка подходит. И будем пробовать последовательно все режимы. Начнем с первого. Нет. Второй. Его достаточно удобно переключать одной рукой. Даже на втором режиме я легко откручиваю гайку. Ну и давайте покажу, что это за специальный режим. Это режим деликатного закручивания. То есть в нем гайковерт приложит максимум 15 ньютон-метров усилия. Откручивание же будет в полную силу. Итак, закручиваю. Все, гайковерт останавливается, и дальше могу докрутить вручную, скажем. Ну или я поставлю во второй режим и докручу. На всякий случай проверю динамометрическим. Да, все хорошо. Ну а теперь автомобиль и колеса покрупнее. 7/8 дюйма. И также начинаем с первой скорости. Нет. Вторая. Все так же просто. Знаете, друзья, за долгие годы совершенствования электроинструмента, за долгие годы моих обзоров на него, я все еще не переустаю удивляться. На сегодняшний день вот настолько компактный гайковерт с запасом справится с работой, рассчитанной на гайковерт среднего размера. Он действительно мелкий и удобный, даже несмотря на вот это вот переключение скоростей. Я бы даже сказал, оно особенно удобно. И только представьте себе, вес тушки меньше килограмма, 990 с чем-то грамм. Вес такой сборки с пятеркой, ну правда это 12-вольтовая пятерка, но все же, килограмм 400 с копейками. Всего лишь менее 1,5 килограмм. И это удивительно. До чего техника дошла. Знаете что? При всем при том, что все равно система от DeWalt видится мне значительно более интересной до сих пор, по ряду позиций лидирующей на рынке, ну и в целом лидирующей в мире, что касается Milwaukee именно системы M12, 12-вольтового инструмента, я все-таки вынужден признать, она лучшая. Лучшая благодаря именно таким моделям, которые, будучи 12-вольтовыми, показывают производительность, сравнимую или превосходящую 20-вольтовые модели конкурентов. Спасибо за внимание, друзья, и всего вам доброго.